Вы удивитесь, но историю вам сломали еще до того, как вы открыли первый учебник. Голливуд, школьные картиночки, мемчики из интернета – все они дружно решили, что вы должны считать прошлое грязным, глупым и бесконечно тупым. Типа люди тогда ходили серыми, ели помои, умерли в 30, боялись вилок и думали, что Земля держится на 3 китах, которых никто не видел, но все очень уважали. И самое забавное, вы этому поверили. Вас годами убеждали, что наши предки были смесью орков и пингвинов. Грязные, беззубые, суеверные и абсолютно бесполезные. А если верить кино, то средневековый человек просыпался, подавился крысой, попал на пытку и умер от чумы до обеда. История — это не наука. Это черная комедия, где все персонажи либо идиоты, либо жертвы. Спойлер — это полная чушь. Прошлое было ярким, шумным, технологичным, изобретательным, циничным, иногда безумно смешным и гораздо ближе к современности, чем вам хочется думать. Вы не смотрите на историю сверху вниз. Вы смотрите на нее через мутное стекло, которое специально вымазали для драматичности. Сегодня мы это стекло протрем. Аккуратно, но с удовольствием. Это не лекция. Мы не будем сыпать датами, фамилиями и словами, которые звучат так, будто их придумал бухгалтер на латыни. Мы просто возьмем 40 исторических мифов, любимых школьными методичками, сценаристами и людьми, которые уверены, что викинги спали в шлемах с рогами, и разнесем их в ноль. Вы на канале Сломанная история. Пристегните интеллект. Сейчас будет чуть больно, но очень полезно. Поехали. Миф первый. Специями маскировали тухлятину. Если верить популярным статьям уровня «10 мерзких фактов о средневековье», наши предки жили так. Мясо тухнет через 2 часа, холодильников нет, мир погряз в зловонии, и единственный способ не умереть – засыпать тухлую курицу килограммом перца. Как будто у рыцаря в кладовке всегда стояла коробка приправ для маскировки трупа. Реальность выглядит ровно наоборот. Специи стоили дороже золота. Не дорого, а дороже золота. Буквально. Мешочек перца равно годовая аренда мельницы или целый табун скота. Шафран – пол царства. И теперь представьте, человек, который может позволить себе продукт ценой с дом, такой сидит и думает: куплю-ка тухлое мясо, сэкономлю. Нет. Если у семьи были специи, у них был и свежий скот, и слуги, и мясники, и возможность заколоть животное прямо перед ужином. Так что посыпать тухлятину перцем – это как покупать просроченный бургер, а сверху натирать его белыми трюфелями, чтобы не чувствовать запах. Абсурд уровня тикток кулинарии. Тухлое мясо ели только бедняки, у которых не было ни денег на свежее мясо, ни денег на специи. Эта логика понятна даже ребенку, но Голливуду нет. Миф второй. Люди пили только пиво и боялись воды. Согласно мифу, средневековый человек, увидев стакан воды, делал крест, звал священника и убегал прочь. Типа вода была настолько грязной, что каждый глоток – русская рулетка. Звучит красиво, но совсем не работает на практике. Люди прекрасно знали, где чистые источники – родники, колодцы, ключи. Общественные колодцы строили как стратегические объекты, без них город просто бы умер. Почему же пили много пива? Потому что пиво – калории. Это был жидкий хлеб для человека, который работает по 12-15 часов в день. Хочешь жить – пей что-то, что дает энергию. И это было слабое пиво – 1-2% алкоголя, типа современного кваса. Так что люди не пили пиво, потому что боялись воды. Они пили пиво, потому что хотели есть. Миф третий. Ели руками как свиньи и бросали кости на пол. Голливуд показывает средневековый пир как сходку орков. Жир по лицу, кости летят во все стороны, ковер под столом, свалка. На самом деле, такой гость вылетел бы из пиршественного зала быстрее, чем сейчас вылетает человек, который обжегся кофе в Starbucks и орет на баристу. Этикет был жестким. Руки моют до и после еды, мясо берут 3 пальцами, не всей лапой, не чавкать, не шуметь, не кидать объедки на пол, не ковыряться ножом в зубах, не сморкаться в скатерть. Да, это прямо прописывали. Полы в замках украшали дорогими коврами или свежими ароматными травами – мятой, лавандой, полынью. Кидать еду на пол означало бы развести в доме мышей, блох и крыс и разрушить репутацию семьи. Так что настоящий пир выглядел не как обжорство варваров, а как смесь ресторана и церемониала. Миф четвертый. Каша – еда бедняков. Каша в кино – это наказание. Серая жижа, страдания, запах тоски. Но в реальности все наоборот. Городской житель или занятой крестьянин чаще ел фастфуд, чем кашу. Серьезно. Почему? Дрова стоили дорого. Печь нагревалась часами. Готовить было рискованно. Деревянные дома, пожары, копоть. Гораздо проще купить на улице пирог, суп, жареное мясо.
Уличная еда была повсеместной, ее продавали на каждом углу. Это была не роскошь, это была экономика. А каша – это нормальная, питательная, богатая еда. Ее ели часто, но она не была едой нищих. Это просто универсальное блюдо, типа пасты сегодня. Миф пятый. Картошка, кукуруза и помидоры были в Европе всегда. Любой исторический фильм про Артура, Робин Гуда или вообще любую эпоху до 15 века всегда ломится от картошки, кукурузы, помидоров, индейки, шоколада, фасоли из Нового Света. Сюжет. Деревня 900 года. На столе салат капрезе. Где режиссер это видел? Эти продукты пришли в Европу после 1492 года, то есть почти через 1000 лет после Артура. До Колумба в Европе ели репу, брюкву, капусту, бобы, лук, чечевицу, хлеб. И пир выглядел не как Thanksgiving, а как капуста плюс мясо плюс капуста. Если вы видите картошку в фильме про средневековье, это путешествие овоща во времени. Римский вмиториум – комната для рвоты. Любимая байка гидов и людей, которые очень хотят, чтобы римляне были развратнее, чем были. Миф шестой. У римлян были специальные комнаты, где гости вызывали рвоту, чтобы есть дальше. Реальность. Вомиториум – это архитектурный термин. Так назывались широкие проходы в амфитеатрах, через которые толпа извергалась наружу. Это просто метафора, ничего общего с едой. Да, римляне любили пиры, но превращать ужин в пищевой конвейер – это уже фантазии викторианских моралистов. Миф седьмой. Солома на полу годами сгнивала слоями. Миф говорит, люди бросали солому на пол, жили в ней, гадили туда же, никогда не меняли, и она превращалась в компост. То есть, по идее, крестьяне жили прямо в мусорном баке. Но все снова упирается в логику. Никто добровольно не будет жить в фекальном аду. Солому использовали как ковролин для тепла и комфорта. Ее регулярно выметали, меняли, освежали, добавляли ароматные травы, мяту, лаванду, ромашку, чтобы бороться с запахами и насекомыми. Немытая солома привлекает мышей, блох и паразитов, а средневековые хозяйки с ними вели вечную войну. Так что грязная соломенная помойка – это не норма, а фантазия. Миф восьмой. Все ходили черные и грязные. Голливуд любит показывать средневековье как эпоху, где кто-то выкрутил насыщенность на ноль. В кадре коричневая депрессия, серые тряпки, унылые лица, будто весь мир жил внутри старого свитера. В реальности люди обожали яркие цвета. Цвет равно статус. Чем ярче, тем богаче. Даже крестьяне носили одежду, украшенную недорогими растительными красителями. Синий из вайды, красный из марены, желтый из луковой шелухи или пижмы, зеленый из комбинации красителей. А знать вообще устраивала цветовой карнавал. Одна штанина красная, другая зеленая, плащи синие с золотым. Надел бы ты такое сегодня, тебя бы приняли за героя фэнтезийного комик-кон. Грязь – это штамп киношников. В реальности люди старались выглядеть прилично, потому что репутация равно жизнь. Миф девятый. Зубы у всех были гнилье. Типичный образ. Крестьянин открывает рот, а там апокалипсис. Черные пеньки, гниение, провал в преисподнюю. На самом деле у большинства простых людей зубы были лучше, чем у современных взрослых. Почему? Потому что главный убийца зубов – сахар, а не отсутствие зубной пасты. А в средние века сахар стоил как наркотики на экспорт. Крестьяне ели мясо, каши, хлеб, овощи, немного фруктов. Почти 0 быстрых углеводов, почти 0 кариеса. А кто ходил с черными зубами? Богачи, потому что могли позволить себе сладости, марципаны, засахаренные фрукты, варенье. Королева Елизавета I, например, так злоупотребляла сахаром, что ее зубы буквально почернели. И знаете, что стало модой? Люди чернили зубы специальной краской, чтобы выглядеть как королева. Гнилые зубы – признак элиты, а не бедноты. Миф 10. Средневековая одежда – унылые коричневые тряпки. Это миф из тех же мест, откуда и ходили грязные. Фильмы показывают грубая мешковина, тряпье, минимум деталей. Но одежда была яркой, качественной, продуманной, с украшениями, вышивкой, контрастами. Крестьяне носили добротную шерсть и лен. Да, без кружев за миллион, но вовсе не мешковину. Горожане одевались стильно и насыщенно, а знать соревновалась в эпатажности. Ткани из Фландрии, шелк из Италии, узоры, расшивка, мех, сложные покрои, даже контрастные куртки, где правая половина одного цвета, левая другого. И знаете, что самое смешное? Если бы человека 13 века перекинуть в наши минималистичные кофты в бежевых тонах, он бы решил, что мы бродяги.
Миф 11. Чумная маска – символ средневековья. Эта маска с клювом – главный мем учебников. И все уверены – черная смерть, клювастые врачи, средние века. Но маленькая деталь. Клювастый костюм придумали в 1619 году. Это эпоха мушкетеров, барокко, раннего нового времени. К средневековью он не имеет вообще никакого отношения. Во время Великой чумы XIV века врачи выглядели примерно как типичные горожане. Мантия, капюшон, перчатки, никаких клювов. Они просто нюхали ароматические шарики. Клювастая маска эффектная, мемная, страшная, поэтому ее приклеили к средневековью уже задним числом. Миф 12. Не мылись годами. Голливуд рисует грязных людей, которые не видели воду с тех пор, как крестили их в младенчестве. Реальность. Средневековая Европа была одержима чистотой. В городах были общественные бани, иногда по несколько штук. В деревнях мылись в реках, озерах, банях. Люди стирали одежду, чистили руки, умывались. Мытье считалось частью гигиены и религиозной чистоты. Бани были настолько популярны, что церковные хронисты иногда жаловались: в банях слишком много веселья. Это дипломатичный способ сказать: вы там устраиваете свидание. То есть люди мылись настолько активно, что иногда чересчур. Миф 13. Мужчины носили огромные бороды и не стриглись. Кино обожает делать мужчин из прошлого волосатыми травосеками. Типа бритвы еще не придумали. Но бритвы были еще в античности. Мужчины средних веков регулярно брились. Стрижки были обычным делом. Парикмахеры равно цирюльники. Важная городская профессия. Густая борода не была нормой. Наоборот, во многих регионах бритое лицо считалось признаком цивилизованности. Воины тоже брились, потому что длинная борода – риск на войне, ее можно схватить. Бородатых заросших мужиков в большом количестве вы встретили бы скорее на севере Европы или среди определенных религиозных общин. Но точно не у всех подряд, как показывает кино. Миф 14. Женщины сидели дома и только рожали. Стереотип. Женщина сидит у печки, варит похлебку, рожает, плачет. Реальность. Средневековая экономика не позволяла половине населения сидеть без дела. Женщины работали в поле, занимались ремеслами, держали лавки, вели бухгалтерию семейного бизнеса, управляли тавернами, наследовали мастерские, были пивоварами. В Англии почти все пивовары – женщины. Торговали, участвовали в строительстве. Если муж умирал, жена просто продолжала дело. Система выживала только потому, что работали все. Образ «женщина равно печь плюс дети» – это выдумка поздней викторианской эпохи, а не средневековья. Миф 15. Рыцарь-черепаха не мог встать. В кино рыцарь в латах – это перевернутая черепаха. Упал, машет руками, орёт, ждет, пока кто-то перевернет его обратно. Реальность. Латный доспех 15 века весил 20-25 килограммов. Это меньше, чем снаряжение современного солдата, который таскает 40-50 килограммов. Главное – распределение веса. Он не висел на плечах, доспех сидел как экзоскелет, повторяя суставы и движения. Рыцари могли бегать, делать перекаты, прыгать на коня без стремян, карабкаться по лестницам, подниматься с пола за секунду. Есть видео реконструкторов, которые в полном доспехе проходят полосу препятствий быстрее, чем люди в спортзале в шортах. Если рыцарь не может встать, он уже труп. Никто не платил за доспех стоимостью Феррари, чтобы носить человека-багет. Миф 16. Мечи весили 20 килограммов. Кино показывает меч как чугунную кувалду. Герой поднимает его с хрустом суставов, орёт, размахивает как ломом. Правда в том, что боевой меч весил 1,1 1/2 килограмма. Да-да, как большая бутылка воды. Даже самые большие двуручные мечи, свайхендеры, весили 3-3,5 килограмма. То есть меньше, чем ноутбук в кожаном чехле. Почему так? Потому что меч – это инструмент скорости, а не тяжести. Если бы он весил 10-15 килограммов, им можно было бы ударить один раз, а потом враг просто проткнул бы вас копьем, пока вы поднимаете этот утюг. Киношники путают мечи с коваными сувенирами для съемок. Миф 17. Мечи носили за спиной. Геральт из Ривии? Да. Ниндзя-черепашки? Да. Реальность? Категорически нет. Чтобы достать меч длиной метр из-за спины, нужна рука длиной, метра 1,5. Человеческая анатомия так не работает. В реальной жизни меч носили на поясе, на бедре,
На перевязи через плечо, но сбоку. За спиной меч могли носить только в походном режиме, как рюкзак. Типа я сейчас не дерусь, просто пешком иду. В бою такой подход – гарантированная смерть. Пока герой пытается достать клинок, его уже дважды продырявили копьями. Миф 18. Огненные стрелы, как в кино. Классический кадр – ночь, зажигайте, сотни горящих стрел летят красивой дугой. Физика такая говорит нет. Почему? Пламя гаснет встречным воздухом, стрела летит 50-60 метров в секунду, любой огонь просто задует. Аэродинамика. Намотанная тряпка с маслом делает наконечник тяжелее, смещен баланс, стрела летит криво, бесполезность. Огненная стрела, упавшая на влажную землю, просто тлеет, как плохой фейерверк. Огненные стрелы использовали, но редко и только по конкретным целям. Поджечь соломенную крышу, поджечь осадные сооружения, поджечь паруса корабля. В полевом бою они не нужны. Лучник хочет убивать, а не устраивать фаер-шоу. Миф 19. Все пользовались мечами, копья были второстепенные. Киношники любят мечи. Красиво, романтично, клинки звенят, искры летят. Но в реальном бою меч был оружием последнего шанса. Настоящее оружие – копье. Дешевое, простое, эффективное. Копье длиннее меча. Держит врага на дистанции. Убивает быстрее. Проще обучить новобранца. Дешевле производить массово. Легионеры, фаланги, варяги, рыцари – все опирались на длинное древковое оружие. Меч – это как пистолет у современного солдата. Важный, но не главный инструмент. Миф 20. Арбалеты считались оружием дьявола и были запрещены. Есть миф, что церковь проклинала арбалет, а рыцари собирались и коллективно говорили «фу, нечестно». Реальность. На Латеранском соборе XII века прозвучал запрет на использование арбалетов против христианских рыцарей. Почему? Потому что арбалет пробивал доспехи, стоил мало, и крестьянин с ним мог убить благородного человека. Это не нравилось элите. Но арбалеты использовали армии, наемники, охранники замков, города. И не просто использовали, они были повсеместны. Оружие дьявола – это не религиозное клеймо, а истерика богатых. Миф 21. Латные доспехи носили все рыцари подряд. Миф. Каждый рыцарь выглядит как участник косплея по Dark Souls. Реальность. Полный латный доспех – это суперкар. Цена равна стоимость дома, мельницы или стада быков. Позволить себе такие латы могли элита, высшая знать, богатые рыцари. Большая часть европейских воинов носила кольчугу, кожаные куртки, частично пластинчатую броню, шлемы разного уровня. Полные сияющие латы – это конец 15 века, пик технологического развития. И это был не массовый, а элитарный товар. Миф 22. Викинги носили рогатые шлемы. Если бы люди прошлого видели наши представления о них, они бы долго смеялись. Шлем с рогами – это абсолютно непрактично, опасно и мешает. Факт. Ни единого рогатого шлема эпохи викингов не найден. Ни одного. Рога появились в опере Вагнера 19 века, в художниках романтизма, как эффектный образ дикого народа. Викинги носили простые, практичные, гладкие шлемы, а рога – это чистый маркетинг. Миф 23. Церковь тормозила науку. Самый популярный мем. Монах бьет ученого по голове кадилом, пока тот пытается изобрести Wi-Fi. Типа церковь – главный враг прогресса. Реальность. Церковь – главный инвестор науки средневековья. Университеты – Париж, Болонья, Оксфорд, Кембридж – выросли из церковных школ. Монастыри были основными центрами перевода, переписывания, сохранения античных текстов. Большинство крупных ученых того времени – клирики. Роджер Бэкон, оптика, Оккам, логика, Коперник, астрономия. Церковь не была против науки, она была против политической угрозы и ересей. Это разные вещи. Без монастырей Европу действительно ждал бы темный век, но по другой причине, потому что некому было бы сохранять книги. Миф 24. Книги приковывали из-за цензуры. В фильмах книги в библиотеках в цепях, потому что церковь не хотела, чтобы ты умнел. На деле все куда проще. Книга до Гутенберга равно объект роскоши. Пергамент равно телячья кожа. Нужна целая стая телят. Работа переписчика занимает годы. Одна книга равна стоимость дома или табуна. Цепи – это антикрат. То же самое, что магнитная бирка на джинсах в магазине. Читай, пожалуйста, сколько хочешь, просто не уноси Мерседес из зала. Цензура тут вообще ни при чем. Миф 25. Земля стояла в центре вселенной, потому что гордыня. Современному человеку кажется, они ставили Землю в центр, потому что считали себя самыми важными.
На самом деле, в средневековой космологии центр был кучей мусора Вселенной. Логика Аристотеля. Все тяжелое и грубое падает вниз, все чистое и божественное наверху. Земля — это дно, отстойник, мир грязи и греха. А самый центр Земли — это ад. Чем выше, тем ближе к совершенству. Звезды, ангелы, небеса. Центр равна худшее место. Это был не культ человека, а наоборот, культ его ничтожности. Миф 26. Все думали, что Земля плоская. Удивительно живучий миф, который невозможно убить. В реальности в Европе с античности знали, что Земля шарообразная. Не просто знали, а измеряли ее радиус, рассчитывали тень Земли на Луне, наблюдали горизонты с кораблей. Даже в школьных книгах 13 века можно найти рисунки круглой Земли. Миф о плоскоземельцах Средневековья придумали писатели 19 века, чтобы показать, какие они писатели умные, а люди Средневековья тупые. Но те люди были умнее, чем думают современные комментаторы в ТикТок. Миф 27. Вскрытия тел были запрещены. Легенда. Церковь запрещала анатомию, врачи резали трупы по ночам в подвалах. Факт. Анатомические вскрытия проводились официально в университетах уже с 13 века. Публично, с учебными лекциями. Откуда миф? Из буллы папы Бонифация VIII. Но она запрещала не вскрытие, а варварскую практику времен крестовых походов – вываривание трупа, чтобы отделить кости и привезти их домой. С наукой это не связано вообще. Врачи Средневековья резали тела законно, официально, открыто. Миф 28. Темные века были полностью темными. Фраза «темные века» — это оскорбительный термин итальянских гуманистов. Не описание эпохи, а пиар-атака. Период 5 и 10 веков дал миру водяные и ветряные мельницы, механические часы, вспашку тяжелым плугом, подковы, объемное книгописание, городские самоуправления, каролингское возрождение, монастырские библиотеки. Да, было мало письменных источников, поэтому историки называют эпоху темной для исследования, но не темной для людей, которые в ней жили. Это исследовательская трудность, а не характеристика эпохи. Миф 29. Грамотность была только у монахов. Это еще один удачный мем, но реальность сложнее. Грамотность зависела от региона, времени, профессии. В городах грамотность среди ремесленников и торговцев была весьма высока. Им нужно было вести сделки, счета, контракты. Женщины могли быть грамотны, особенно вдовы управительницы лавок. В Скандинавии руническая письменность была повсеместной. В некоторых местах крестьяне подписывали документы сами, без писцов. Да, монахи были центром образования, но грамотность среди мирян никогда не была нулевой. Миф 30. Ведьм жгли именно в средние века. Иронично, но массовая охота на ведьм случилась не в средневековье. Она началась в 15-17 веках, в эпоху Ренессанса и раннего нового времени. В раннем средневековье церковь официально считала веру в ведьм языческим суеверием. В законах Карла Великого было написано: если кто-то убил женщину, обвиняя ее в колдовстве, он будет казнен как убийца. Инквизиция того времени ловила еретиков, а не ведьм. Жалобы «моя соседка летает на метле» рассматривались как глупость. Основные костры ведьм — это продукт эпохи просвещенных юристов, а не темных рыцарей. Миф 31. Наполеон отстрелил нос сфинксу. Легенда звучит шикарно. Маленький император, большой комплекс, пушки, и в итоге у сфинкса минус нос. Проблема в одном. Когда Наполеон приплыл в Египет, носа у сфинкса уже не было. Европейцы рисовали сфинкса еще в 18 веке, без носа, задолго до рождения Бонапарта. То есть человек физически не мог разрушить то, чего уже нет. Кто виноват? С большой долей вероятности религиозный фанатик 14 века, которому не понравилось, что крестьяне почитают статую как идола. Он полез наверх и начал крошить лицо. Его, кстати, за это не похвалили, местные устроили самосуд. Наполеон же, наоборот, потащил в Египет команду ученых, которые занимались описанием и сохранением древностей. Но в мемы вошел не ученый Наполеон, а Наполеон-варвар, потому что так драматичнее. Миф 32. Палачи ходили в масках. В массовой культуре палач как баг из хоррор-игры. Голый торс, кожаный фартук, черный мешок на голове, глаза из темноты. Реальный палач – это госслужащий. Официальная должность, зарплата из городской казны, порядок работы. Все в городе знали, кто он. Он жил среди людей, ходил на рынок, покупал еду, выполнял другие поручения властей, от казней до пыток и уборки трупов. Маску надевали только в редких случаях, если казнь была политически опасной.
если нужно было скрыть исполнителя, чтобы его не убили родственники приговоренного. То есть анонимный палач в мешке – это исключение, а не правило. В обычной жизни он вполне ходил с открытым лицом. И с репутацией, с которой лучше не спорить. Миф 33. Пытки были ежедневной практикой. В сериалах ощущение такое, что средневековый суд начинался со слов «Ну что, кого мы сегодня поломаем?». На деле пытка была дорогой, сложной и формально регулировалась. Ее применяли как крайний инструмент в рамках строго прописанной процедуры, далеко не ко всем преступлениям. Большинство наказаний были проще и дешевле. Штраф, публичное порицание, клеймо, телесные наказания, виселица без прелюдий. Держать штат палача, помещения, инструменты, тратить время чиновников – это роскошь. Государства предпочитали карать быстро и дешево, а не устраивать шоу каждый день. Миф 34. Короли всегда правили единолично. Кино показывает короля как человека, который встает утром и просто придумывает законы на ходу. Сегодня все платят двойной налог, потому что у меня плохое настроение. В реальности король – это не главный бог, а узел сложной сети договоренностей. Он зависел от совета знати, городских элит, духовенства, феодалов со своей армией и деньгами. Даже английские и французские короли были связаны обычаями, привилегиями, хартиями, договорами. Попробуй нарушить все сразу, получишь мятеж, заговор или священную оппозицию. Король – это не самодержец из сказки, а человек, который постоянно балансирует между группами влияния, чтобы его не вынесли вперед ногами. Миф 35. Римляне засыпали Карфаген солью. История в стиле максимальная мелодрама. Рим разрушает Карфаген и, чтобы уж точно никто не встал с колен, пересыпает землю солью. Звучит эффектно, но есть пара вопросов. Соль была стратегическим ресурсом, дорогим и ценным. Зачем засыпать ею тысячи гектаров, если можно просто забрать эту землю себе и выращивать там хлеб? Никаких реальных античных источников о соленом Карфагене нет. Это поздний литературный образ, который придумали задним числом. Римляне были жестокими, но не идиотами. Их цель не испортить землю, а контролировать ее и извлекать прибыль. Миф 36. Тюрьмы были сырыми подвалами, где люди гнили годами. Классическая картинка. Подземелье, цепи, скелет, человек, который сидит 20 лет в камне и плесени. Проблема. В средние века тюремный срок как наказание почти не использовали. Это дорого. Нужно кормить человека, охранять, содержать здание. Обычно делали проще. Штраф, порка, урезание прав, ссылка, казнь. Тюрьма выполняла роль временной камеры до суда или освобождения под выкуп. А вот высокородных пленников, рыцарей, князей, королей, держали в башнях и замках в относительно приличных условиях, потому что они – деньги. Сырые подземелья с вечными узниками – скорее фантазия готических романов, чем повседневность. Миф 37. Рыцарство – это чисто дворянская элита. Есть ощущение, что рыцарь равно благородный с рождения, голубая кровь, генетический код чести. На самом деле рыцарство – это военно-социальный статус, который менялся. В ранний период рыцари скорее тяжелая конница, военные профессионалы. Их можно было вырастить, а не только родиться ими. Со временем рыцарство действительно все сильнее связывается с наследственным дворянством. Но изначально это не был генетический клуб, куда пускают только по ДНК. Можно было отличиться на службе, получить землю, быть посвященным в рыцаре за реальную военную ценность. Рыцарь – это не крутая фамилия, а еще и довольно кровавая профессия. Миф 38. Артур энд Ко ходили в латах. Фильм про короля Артура обычно выглядит так. Рыцари круглого стола в шикарных полных латах позднего средневековья, на блестящих конях при оркестре. Проблема в том, что исторический прототип Артура, если он вообще был, жил в V-VI веках. Это время после падения Рима, раннее средневековье, никакого готического фэнтези. Максимальный набор защиты тогда – кольчуга, щит, простой шлем, кожаная броня. Полные стальные латы появляются только к 15 веку. Пихать их в легенду об Артуре – то же самое, что показывать Цезаря в бронежилете с прицелом ночного видения. Миф 39. Люди средневековья знали, что живут в темной эпохе. Это самый ироничный миф из всех. Мы привыкли смотреть на прошлое как на долгую яму между Великим Римом и Великим Возрождением, где люди жили в режиме пробной версии жизни. Но если бы вы сказали человеку 13 века: «Брат, ты живешь в темных веках», он бы посмотрел на вас как на сумасшедшего. Люди средневековья считали себя современниками прогресса. Они видели вокруг себя новшества.
Появление университетов, новые архитектурные формы, механические часы, очки, водяные и ветряные мельницы, сложную систему права, растущие города, международную торговлю, письменность, книги. Они искренне чувствовали, что мир становится сложнее, умнее и технологичнее, что они живут в новое время, а предки были теми самыми отсталыми. Термин «темные века» придумали гуманисты Возрождения, чтобы поднять собственный статус, а предков уронить. Это был исторический маркетинг, который затянулся всего-то на 500 лет. Люди прошлого не знали, что они темные. Это мы придумали им тьму, чтобы нам самим быть просвещенными. Миф 40-й. В Средневековье люди жили вечно в грязных и темных хижинах без окон. Нам часто показывают Средневековье как эпоху, где каждый жил в маленькой, промозглой, гниющей хибаре без окон, света и вентиляции. Типичная киношная избушка – это склеп с крышей. На самом деле, большинство жилищ были намного светлее, просторнее и разнообразнее, чем показывают в фильмах. У крестьян были широкие проемы, накрытые масляной бумагой или рогом, через которые прекрасно проходил свет. В городах – большие окна с деревянными переплетами. Во многих домах были дворики, мезонины, вторые этажи, а у состоятельных расписные стены, мебель и теплые помещения. Археология подтверждает, дома были не мрачными норами, а нормальными функциональными постройками, адаптированными под климат и доступные материалы. Миф о мрачных хижинах – это художественный фильтр, появившийся ради атмосферы.